Ранчо Эль-Кармен всегда было для Аделины целым миром. Широкие пастбища, ласковый бриз и теплое солнце, опускающиеся на золотые холмы, казались вечными. С самого детства ее неизменным спутником был гранит, мощный бурый бык, подарок от отца, который стал не просто животным, а настоящим другом. Жизнь Аделины текла размеренно. Она выросла, встретила Дарио, доброго и честного фермера, ставшего для нее надежной опорой. Вместе они мечтали о будущем, полном простого счастья. Дни проходили в заботах о хозяйстве, вечерами они сидели на веранде, глядя на угасающий закат. Все изменилось в один теплый весенний день, когда Аделина заметила. С ее телом происходит что-то странное. Живот начал стремительно расти. Первой мыслью было счастье. Возможно, она ждет ребенка. Стоя рядом с гранитом, она сообщила Дарио новость. Ее голос дрожал от волнения. Дарио, услышав ее слова, не смог сдержать радости. Он обнял ее крепко, как будто боялся, что это счастье может ускользнуть. Вскоре догадки подтвердились. Старый добрый доктор Молина после осмотра улыбнулся и сказал, что Аделина ждет двойню. Радость переполняла сердца супругов. Они строили планы, мечтали о смехе детей, заполняющем их дом. Но чем дальше шло время, тем яснее становилось, что-то идет не так. Живот Аделины увеличивался не по дням, а по часам. Даже опытный доктор Молина начинал хмуриться на приемах. Аделина испытывала слабость, головокружение и боли, которые все труднее было списывать на обычную беременность. Тем временем в Санта-Кларе начали расползаться слухи. Кто-то вспоминал, сколько времени Аделина проводила с гранитом, кто-то шептал за ее спиной о странной беременности. Шепоты перерастали в насмешки. Дарио пытался защищать жену от жестоких слов, но однажды, проходя мимо рыночной площади, он услышал, как женщины открыто насмехались. Тогда он впервые сорвался. «Вам должно быть стыдно», — громко сказал он. «Вы смеетесь над тем, кто борется за жизнь своих детей». И хотя люди замолкли, боль от услышанных слов уже запустила в его сердце горькие корни. Вскоре все стало еще серьезнее. Доктор Молина после обследования сообщил, что в матке Аделины обнаружено крупное образование. Биопсия подтвердила худшие опасения. Опухоль была злокачественной. Перед Аделиной стоял страшный выбор — рискованная операция сейчас или попытка выносить детей дальше, подвергая смертельной опасности собственную жизнь. И она выбрала бороться. Ради малышей. Дарио принял ее решение. Слезы текли по его лицу в ту ночь, когда они сидели на крыльце, обнявшись, глядя на звезды. Именно тогда к ним подошел гранит. Спокойно, словно чувствуя тяжесть момента, он ткнулся в ладонь Аделины своим теплым носом, а затем осторожно, в ее живот. Он всегда знал. Улыбнулась сквозь слезы Аделина. Дарио осторожно протянул руку, погладив быка. «Спасибо тебе, друг», — прошептал он. И в тот вечер трое стояли вместе под звездным небом. Женщина, мужчина и бык, связанные невидимой нитью верности. Но впереди была буря. На 5-м месяце беременности, в самую темную ночь у Аделины началось кровотечение. Дарио, не помня себя от ужаса, нес ее на руках по коридорам больницы, умоляя о помощи. В операционной врачи боролись за троих. 2 малышей появились на свет крошечными, но живыми, а затем началась битва за жизнь Аделины. Операция длилась бесконечно долго. Когда доктор Молина сообщил Дарио о спасении Аделины, тот впервые за долгие недели смог вдохнуть свободно, разрываясь между слезами радости и изнеможением. Очнувшись, Аделина первым делом спросила: «Дети?» Дарио, держа ее руку, с трудом выговорил: «Они живы.
Они борются, как и ты. Шли недели. Аделина проходила щадящую химиотерапию, изо всех сил восстанавливаясь ради своих малышей. Эльвира и Сантос росли в инкубаторах. Каждый их крошечный успех становился целым праздником. Тем временем в Санта-Кларе начали понимать, как ошибались. Подруга Аделины, Мариселла, рассказала правду, и волна поддержки захлестнула тех, кто раньше шептался за ее спиной. Наконец, настал день, когда Аделина впервые взяла на руки своих детей. Она плакала, целуя их крошечные пальчики, чувствуя, как сердце наполняется новой жизнью. Ранчо Эль-Кармен встретило их возвращение оранжевыми красками заката. Гранит стоял у ворот, гордый и спокойный. Когда Аделина, держа Эльвиру на руках, приблизилась к нему, бык осторожно наклонил голову, словно приветствуя малышей. «Мы дома, Гранит», — сказала Аделина. Дарио, обняв ее, поднял взгляд к небу. В этот момент фотограф щелкнул затвором камеры, запечатлев их всех вместе — мужчину, женщину, 2 малышей и верного друга. Позднее Аделина поделилась этой фотографией в соцсетях, написав: «Мы прошли через бурю. Мы выстояли. Спасибо всем, кто верил в нас. Любовь всегда сильнее страха». Прошел год. Ранчо снова ожило звуками детского смеха. Эльвира делала первые шаги, держа в руках поводья игрушечной коровки, а Сантос с восторгом тянулся к Граниту, который терпеливо стоял рядом. Аделина сидела на веранде, держа детей на коленях, когда рядом присел Дарио. Он поцеловал ее в макушку и тихо прошептал: «Мы справились, любовь моя». «Да», — ответила Аделина, улыбаясь. И над Эль-Карменом в тот вечер раскинулось звездное небо, полное надежды, как символ победы любви над всеми испытаниями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.